Привет-привет! И это вновь швейцарец поневоле. Сейчас конец октября, и я пытаюсь поймать последние осколки осени Швейцарии. Сегодня я прибыл в кантон Валеа, и в моих планах дойти до долины Иринг, где находится озеро Ляк-Блё. Надеюсь, я правильно произнес по-французски. А большинство путеводителей и блогеров в ТикТоках, Инстаграмах называют это одним из самых красивых мест, которые можно посетить осенью в Швейцарии. Я предлагаю убедиться и узнать, правда это или нет. Пара слов о том, как я сюда добрался. Дорога сюда не сложная, но довольно-таки долгая. У меня это суммарно заняло чуть меньше 4 часов. Несколько раз на поезде и на автобусе. На поезде это было от Цюриха до Виспа, от Виспа до Сиона, и от Сиона на автобусе до деревни, где находится озеро. Точнее, маршрут, который ведет нас к озеру. По цене прямо сейчас точно вас не сориентирую, но это точно больше 70 франков. Это еще без учета всяких скидочных карт, но полную стоимость я напишу в описании под это видео. Подъем к озеру несложный, он занимает около 30-40 минут. По километражу это всего лишь 1,5 километра и около 300 метров наверх. Конечно, было бы проще все делать без моего рюкзака, который весит, наверное, килограмм 10, но в нем все нужное. Я выпущу отдельное видео, где расскажу, что у меня с собой в рюкзаке для хайкинга. На последнем отрезке пути возникла забавная ситуация. Суть в том, что Google карты мне показывали, что мне нужно будет делать пересадку на автобусе на другой автобус, чтобы добраться до деревни, а приложение СББ об этом мне не сообщало. Я решил выяснить это у водителя автобуса, и я вежливо к нему подошел, спросил по-английски, собственно, говорит ли он по-английски или по-немецки. Он отрицательно покивал головой и сказал нет. Суть в том, что это французский кантон, где я сейчас нахожусь, и тут сложно с какими-то языками, кроме французского. В общем, с горем пополам объяснил ему на картах, куда мне именно нужно и что мне нужно делать. Он не объяснил, и ситуация вроде как вырулилась. Но без языка, конечно, сложно. Я вроде как пока не планировал учить французский.
подъем оказался чуть-чуть сложнее, чем я предполагал. Точнее, мне он чего-то дался как-то тяжело, хотя всего было около 300 метров. Проблема в другом. Я приехал сюда слишком поздно. Нужно приезжать раньше. Солнце около озера уже заходит за гору, и вид, конечно, не такой клевый, но мне все равно нравится. Прошлые выходные вновь перевели часы, а это значит, что день стал на час короче и темнеет гораздо раньше. Я абсолютно не взял в расчет эту информацию, когда приезжал сюда, и, к сожалению, солнце уже ушло из долины. Вот, по-хорошему сюда надо приезжать часика, наверное, на 2-3 раньше, но это сложно, потому что автобусов по этому направлению в день буквально несколько штук. И для того, чтобы быть здесь на 2-3 часа раньше, это нужно выезжать из Туриха около 6-6:30 утра. Но, тем не менее, виды здесь все равно очень хорошие, даже с таким светом. Я задержусь здесь на часика 1,5-2. У меня все равно нет выбора, мой автобус будет только в 6 часов. Сейчас у нас 3 часа. Примерно где-то около 40 минут мне нужно на спуск. А я буду дождаться более мягкого света в этой долине. Может быть, мне посчастливится и встретить закат. Что ж, солнце село, а это значит, что мне пора возвращаться назад. У меня всего около 50 минут до следующего и последнего автобуса. Здесь было супер красиво, но нужно будет приехать сюда как-нибудь пораньше.
Ну, на тему 40 минут я точно погорячился. Я спустился сюда за 20 минут. За это время полностью потемнело. Здесь уже практически ночь. Поэтому я думаю, что сейчас подходящий момент попрощаться и сказать вам пока-пока. А новые видео не за горами. И за горами тоже. Пока. Чус.